нормальный, так сказать, как раз естественный процесс для того, чтобы освободить сущность. Если думать о сущности, то это для сущности только благо, а не грех. Вот. Как вы относитесь к техникам цигун, тайчи и так далее, и так далее? Почему вы не даете практические приемы, методы самосовершенствования? Приведите, пожалуйста, сеанс очищения, и так далее, и так далее. Ну, очищение проведу в конце встречи, как обычно. Но что касается... Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые занимались и довольно-таки долго, и получали разные ранги тайчи, чугун и так далее. Вы скажите, если у вас водопроводные трубы текут, если вы дадите по ним большой напор, под большим давлением воду, чему это поможет? Это поможет только в том случае, если там пробка была, и вы эту продули, пробку, но труба должна быть не лопнувшая, правильно? Если труба лопнула, и вы дадите, то она может вообще лопнуть. Но даже если у вас были где-то пробки в системе, вы их продули, и что дальше? Вот, по крайней мере, исследования, которые проводились, я слышал исследования, вот и приводят, что человек, допустим, естественно, когда человек ничего не делает, у него там забиты пробки там и там в теле, и когда человек начинает что-то делать, ну, продул эти, в лучшем случае, трубы, энергетических каналов внутри себя, скажем так. Продул, действительно какой-то эффект появляется. А после этого ничего. И сколько? Год, 2, 3, 10 лет, дальше ничего не движется. Естественно. Если убрали пробки, это хорошо, если они были. Но это не значит, что без пробок система уже сама развивается. И когда пробок нет уже, вы прочистили, продувать их бесконечно не нужно, потому что все равно, когда вы под давлением даете, рано или поздно оно может сделать пробой и разрушение и так далее. Поэтому, опять-таки, большинство восточных учений, они искаженные знания, которые передавали им наши предки. Я уже приводил, просто повторю, что было уместно, потому что мне приходилось беседовать с одной женщиной, которая имеет титул Махатмы. Ну, кто слышал, знает, что такое, да? Ну, Махатма – это высшая иерархия Индии считается. То есть это типа, чуть ли не бог, ну, не богиня в данном случае. И что ее интересовало, она очень хотела, чтобы я мозги перестроил. Научил ее и так далее, и так далее. Ну, я просто, так сказать, всегда несколько бесед у меня не было с ней. Я спросил, говорю, хорошо, вот вы говорите, у вас есть индусские веды. А скажите, а откуда они у вас появились? Она говорит, вот 7 белых учителей пришли из севера, из Гималай и дали нам. Я говорю, так, а почему, только вы мне говорите, почему это нигде не написано, что это знания вам были переданы массово? Да, они, может, там в университетах своих говорят, те, кто учится там. А все остальные, весь мир даже не знает об этом, что индийские веды – это не индийские веды вообще. Я говорю, хорошо, а теперь скажите, вот видите, как вы можете говорить, что вы несете свет, если вы лжете даже в этом? То есть вы присваиваете то, что не вами было свойственно. Ответ какой получил, понимаете, да? Я говорю, хорошо, а теперь скажите, вот вы приходите в детский сад, пришли, и детям начинаете что давать? Квантовую физику, так? Так. Нет. Я говорю, а почему? Ну, они же не поймут. Что вы даете детям? Я говорю, вы детям начинаете давать, и то не в ясельной группе, правильно? Алфавит и грамматику. Постепенно, чтобы они освоили и так далее, и так далее. Так вот, к вам пришли белые люди с севера, дали вам алфавит и грамматику. Вы их извратили, исказили и выдаете за свои, что это ваше национальное творение. Ну разве это белые существа так поступают? Несущий свет, так сказать. С моей точки зрения, нет. Забавно получается. То есть, да, когда их прижмешь к углу, зажмешь в угол, да, оказывается, это не их. Но они внесли туда свои, так сказать, понимания, свои, так сказать, интерпретации, которые исказили до безобразия много чего, что там было. Вот такая ситуация. Поэтому, что касается Китая, то же самое.
Это им наши с вами те же предки пришли и на свою голову научили. Научили и передают. Передали им. Это не мои слова. Я раскопал древнекитайские летописи, где это описано ими же, китайцами. То есть, получается, это не просто мои выдумки. Знаете, кто может, вот, Левашов придумал, чтобы сказать, что... Да ничего я не придумал. Это факты, которые исходят из самих же китайцев. Вот второй том «Россия в волках» в последней главе это приводил. Кто читал эту книгу, там есть это. Так вот, понимаете, все вот преклоняются перед восточными единоборствами, да? А забывают, что они пошли именно наших древних, как Живо, Казачий Спас и так далее. Есть множество видов борьбы. Вот я помню, недавно был какой-то фильм, ну, недавно, где-то год-полтора, где показывают, что японский мастер дистанционно наносит удары по своим противникам. И те, то есть он не касается, на расстоянии двигаясь, и те падают. Так в казачьем спасе, в дживе и так далее, это делалось всегда тысячи лет, и не только с одним человеком, а с десятками, сотнями. А мастера, которые были, действительно могли... Вот вы знаете, что витязи, наши витязи, могли несколько человек разбить 100-тысячную армию. Знаете об этом? Просто витязи действительно были боевыми магами, если правильно это называть. Они могли выходить в определенное состояние, и огромные армии разбивали, и большая часть из-за паники их. Потому что когда несколько человек просто проходят через стоящую против них армию, как вот нагретый нож сквозь масло, и просто сносит просто всех, кто попадает в их поле. И такие несколько раз туда-сюда пройдутся, как танки в то время, да, пройдутся, и просто просеки появлялись в вражеской армии, то, увидя такое, все остальные солдаты армии бросались в панике и бежать. Или, опять-таки, те, кто не были витязями, а были просто или варягами, или казаками, казачий спас. Вот понятие «оголтелый» сейчас негативное имеет значение, знаете, да? А на самом деле кто-то, может, слышал, но кто нет, повторю. Что означает «оголтелый»? А это возникло понятие тогда, когда наши воины в прошлом попадали в окружение, где, допустим, огромная армия окружала, допустим, 1000 или 2000 человек. Ну, допустим, 100 тысяч армия окружила, или 20 тысяч, 50 тысяч армия окружила 1 или 2000 человек. В реальном бою могут 2000 человек уничтожить армию 100 тысяч или 50 тысяч. Да, они могут положить много, но они проиграют всегда, понимаете, да? Что в этом случае наши предки делали? Чем отличался тот же самый варяг или казак от витязя? Витязь мог синтезировать потенциал, то есть создавать потенциал. То есть он был на уровне боевого мага, который мог получать потенциал, какой ему нужно из внешней среды. Не от других людей, а просто создавать. Ну, это вопрос особый. Те, кто не обладал этими возможностями, они могли только пользоваться своими собственными потенциалами. Вот, которое тело имеет, наше тело физическое. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Так вот, когда такая ситуация возникала, что наши предки делали? Они снимали с себя все доспехи, оголяясь по пояс, поэтому оголтелый. Почему? Им доспехи уже не нужны были. Они входили в определенный транс. В состоянии транса их меч не сёк, ничего не сёк. И вот уже сбросив доспех, то есть оголенный по пояс, они с оружием, то есть мечом, там, секирой, чем, у кого что было в руках, нападали на врага. И часто вот это 1-2 тысячи человек, ну, меньше или больше в зависимости от ситуации, уничтожали противостоящую армию. И поэтому очень часто, когда видели, что наши ребята обнажаются в пояс, армии начинали разбегаться еще до того, как они начинали в атаку идти. Но что происходило? Когда вот человек оголяется по пояс и входит в такое состояние, почему он оголяется? Потому что лишний вес брони – это дополнительная потеря энергетики. Вот за эти полчаса, час боя, у кого-то хватало на час боя, кого-то на 2 часа боя, кого-то на полчаса. Человек сгорал полностью. Просто умирал от истощения. Но, тем не менее, укладывал множество врагов. Поэтому, когда они шли на такое, это крайняя мера, когда безвыходная ситуация, когда или все погибнут, или есть возможность победить, и часть выживет. Но каждый из них тратил часть своей жизни. То есть 10-15 лет они сжигали.
И не только сжигали жизни свои будущие, но если погибнуть все равно, то есть человек должен прожить 100 лет, а он потерял 20 лет жизни, у него еще 80 осталось, правильно? Или вообще погибнуть, то 80 не так плохо по сравнению с умереть сегодня, правильно? Скажем так, условно. Вот. И сегодня даже те мастера, которые владеют, вот мой один хороший знакомый Юрий Васильевич Сергеев, писатель, «Княжий остров», может, слышали, такую книжку читали. Вот он в последнее время очень увлекся разными способами борьбы славянскими, казачий спас, живо и так далее. И вот мне говорил, что один мастер такой показывал нашим спецназовцам, как он владеет искусством. То есть он вошел в состояние и исчез. То есть он двигался так быстро, что другие люди просто его не видели. Представьте себе скорость движения. И при этом он наносил удары по спецназу. При этом он наносил удары плоско ладонью, потому что, чтобы не убить. От такого касания плоско ладонью спецназовец, тренированный парень, отлетал на несколько метров. То есть он 15 человек разбросал в несколько секунд. Но когда он вышел из состояния, он был уже кремон и потерял 15 килограммов веса. Представляете, как сжигание? Вот поэтому и разделялись витязи, те, которые могли не сжигать себя, а включать потенциал, который окружает нас, так называемая первичной материей, называли, как современная физика называет, черной материей, и из них синтезировать то, что нужно для боя такого. А другие не могли этого делать, поэтому, чтобы войти, так сказать, они сжигали себя. Вот такие моменты.